Они едят до 5 килограмм рыбы в день, при этом спасая нашу планету. Весят до 3,5 тонн, весь год вынашивая живых рафаэлок в пузе. Но они невероятно быстро плавают, их обожают, и они становятся всемирно известными мемами. Да что они такое, в конце концов? История их появления. Тюлени. Их существование на нашей планете аж 50 миллионов лет назад. А вы поверите, что они произошли от куницы? Просто, в отличие от современного сухопутного вида, когда-то их сородич выбрал водные просторы. Самым первым их общим предком считается животное пуйи, название которого дословно переводится как «молодой тюлень». На сегодняшний день в Канадском музее хранится его единственный в мире окаменевший скелет. Но этому факту не стоит сильно удивляться, ведь у близких родственников тюленей, моржей, вообще предками являются древние медведи. Впрочем, это уже совсем другая история. Современные тюлени. Так до наших дней дошли эти неуклюжие жирные шарики, которые любят кушать рыбу и сонно отлеживать бока на теплых камушках. Это ластоногие млекопитающие, так как из их жирненького тела выступают когтистые ласты по бокам, а позади находится едва заметный хвостик и более короткие, но очень пушистые ласты. Во время плавания они пользуются в основном именно ими. Ах да, чуть не забыла. Хоть они ленивые и неуклюжи на суше, в воде они довольно ловкие и быстрые. Ну, а как же иначе? Любишь отлеживать толстые бока, умей ловить рыбку для себя. А едят они, между прочим, до 5 килограмм рыбы в день. При этом в воде они умудряются достичь скорости 24 км в час. Вы можете задаться вопросом, сколько же весят эти обжоры с таким питанием? Тут все зависит от вида. Например, кольчатая нерпа может весить 90 килограмм и достигать 1,5 метра в длину. Тем временем, как морской слон может весить 3,5 тонны и достигать длины 6,5 метров. И да, оба эти вида относятся к семейству настоящих тюленей. Рождение бельков. Что же касается их малышей, которых называют бельками из-за белой шерсти, то это, пожалуй, самые милые существа на планете. Да простят меня щенки и котята. Их окраска, продолжительность кормления и время нахождения в мамином животике зависят от принадлежности к виду. В общем, чтобы появиться на свет, малыши маринуются в мамином пузе от 9 до 12 месяцев. Но все они появляются на свет в форме шерстяных сосисок. Кормят их мамы от 4 до 28 дней, что также зависит от вида. Притом, кормление настолько хорошее, что всего за несколько дней белек набирает около 8, а то и 10 килограмм в весе из-за одного молока. Хотя и это не удивительно, ведь жирность молока тюленей самая высокая в мире – около 40%. Это в 12 раз больше, чем у коровы. Именно этот жир позволяет им выжить в период, когда мама их покидает, чтобы снова спариться с самцами, ведь через год им нужно родить следующего малыша. Жирка хватает примерно на 2,5 месяца, пока белек не научится самостоятельно охотиться. Какие существуют виды тюленей? В общей сложности на данный момент в мире живет около 24 видов настоящих тюленей. Как я упомянула выше, самыми маленькими из них считаются кольчатые нерпы. Самым крошечным официально признана нерпа по имени Крошек, которого когда-то спасли люди и попытались вернуть на волю, но он настолько к ним привык, что каждый раз сам возвращался. Кстати, нерпа – одно из немногих животных на планете, которое может приостанавливать беременность. В таком случае его эмбрион прекращает развиваться, но не погибает и не разрушается, а просто впадает в анабиоз, который длится до следующего брачного периода. И тогда нерпа просто рождает сразу 2 детенышей. Тем временем, самым большим тюленем считается южный морской слон, который может достигать веса 3700 килограмм. Самый редкий вид на сегодняшний день – тюлень-монах. Кстати, а его малыши, в отличие от обычных бельков, рождаются полностью черненькими. Это также самый теплолюбивый тюлень, ведь он предпочитает жить возле Гавайских островов. Его редкость обусловлена тем, что когда-то их активно истребляли, а самки рожают малышей раз в 2 года. Так что сегодня он находится под серьезной угрозой. Также в мире тюленей существует свой усатый дядя Вася, а называется он лахтак, или же морской заяц. Но вообще это не усы, а вибрисы, которые помогают ему ориентироваться в окружающей среде.
Отдельно мне бы хотелось упомянуть вид крупного тюленя-хохлача. У их самцов есть некоторого рода надувной шарик на носу. Это кожаный мешок на передней части головы, который имеет способность раздуваться до довольно больших размеров. Вместе с ним внутри также раздувается пузырь красноватого цвета, из-за чего кажется, что это какой-то носовой красный мячик. Чаще всего это происходит во время борьбы с другими самцами или для привлечения дам, а вообще каждый вид тюленей по-своему особенный и уникальный. В чем их важность для планеты? Тюлени – это в некотором роде морские волки, которые вместе с китами своей охотой контролируют численность многих ракообразных моллюсков и рыб. Если они исчезнут, то в морях и океанах начнется сущий хаос из-за неконтролируемой численности перечисленных видов. Но есть и обратная сторона, ведь если тюленей будет слишком много, как в Байкале, например, то это, наоборот, может привести к сокращению численности водной фауны. Но сегодня нашей планете это не грозит, ведь человек сделал все возможное, чтобы истребить большую часть этих милых толстых лежебок. Массовое истребление тюленей. Еще с прошлых веков в финляндских странах был развит так называемый бельковый промысел. В основном от него страдают гренландские и каспийские тюлени, поскольку именно их детеныши обладают белоснежной шкуркой. В 1928 году численность того же гренландского тюленя была около 3 миллионов. В 50-х годах их осталось уже 1,5 миллиона, и в наше время их численность составляет около 700 тысяч. К сожалению, этот промысел развит до сих пор. Он проходит каждый год в течение 10 дней с конца февраля и до начала марта. Ведь именно в этот короткий срок самки тюленя устраивают залежки на льду, где проходят роды. Тогда туда отправляются промысловые суда, после чего происходит традиционный забой при помощи дубин. В 2009 году Россия стала последней страной, запретившей истребление бельков. А в мае того же года Европейский Союз вообще принял решение о запрете продажи в европейских странах изделий из тюленьего меха. Но Канада, где этот промысел наиболее развит, отказалась идти на уступки. Все дошло до того, что в марте 2010-го депутаты парламента Канады публично попробовали блюдо из тюленьего мяса в знак протеста против запрета Европейского Союза. Тот, в свою очередь, разрешил охоту исключительно для эскимосов и других туземных народностей, ведь без этого они попросту не выживут в таких холодных условиях. Но также не стоит забывать, что маленьких и беззащитных бельков, если рядом нет мамы, могут заклевать хищные птицы. Также на их численность сильно влияет глобальное потепление. Ведь если лед под ними будет недостаточно крепким, или он вовсе растает через пару дней, к сожалению, мама в этом случае не сможет их спасти. В 2017 году от такой оттепели погибли тысячи малышей гренландского тюленя. А взрослых особей тем временем запросто могут съесть касатка, белый медведь и даже их сородич – морской леопард. Ну и, конечно же, и маленькие и взрослые особи могут попасться в руки человеку. А если не выживут, то вполне могут прожить примерно 40 лет. Ну, например, даже байкальская нерпа может прожить 55 лет, а тот же обыкновенный тюлень примерно 30. На сегодняшний день в России, Норвегии, Дании, Намибии и Канаде до сих пор даются разрешения и квота на добычу меха и мяса взрослых тюленей. Стоимость одной такой шкурки колеблется от 40 до $80. Но перечисленные ограничения значительно сократили этот промысел, сделав его не таким выгодным. Также в этом помогают массовое возмущение защитников животных. Как тюлени стали популярными? Сегодня в интернете масса видео как про диких тюленей, так и тюленей из зоопарка или попавших в реабилитационные центры. Их упитанные формы, забавное передвижение и милая мордашка сделали свое дело. Фото и видео с ними стали очень популярны на Ютубе, в Инстаграме и Фейсбуке. Вам наверняка могли попасться в рекомендации видео про матерящегося тюленя, недовольного тюленя или про самую толстую и милую самочку Юки, которая стала героем легендарного мема со сложными руками. Да и вообще они напоминают собой просто полный меховой мешочек жира и умиления. А их щеночки, так еще иногда называют бельков, это живые ползающие рафаэлки. И не любить их просто невозможно. Ленивые, милые, но при этом довольно разумные. И мастера в своем деле. В плавании и охоте. А вообще, все мы по-своему тюлени. От этого я еще сильнее их люблю. Если вы со мной согласны, то не забудьте написать об этом в комментариях. До связи в следующих видео.